Сегодня я вам расскажу историю про небольшой бизнес в Кыргызстане. Вернее, женщины, которая исполнила свою мечту, открыла кофейню. Хотя, да, у меня два образования, я сама инженер-технолог, у меня есть технологическое образование, но, тем не менее, я проработала около 20 лет в банковской сфере, но это как бы хобби, и поэтому все здесь сделано от души, для души. То есть вы 20 лет ждали, когда вы начнете кофе? На пенсию решила себя, нашла себя, мне это очень нравится, мне это по душе, а когда клиентам нравится, очень здесь комфортно, тогда мне вдвойне приятно, да. Ну, я смотрю, у вас чисто такой европейский здесь стиль, да, такой вот? Да, мы постарались сделать, чтобы угодить и нашим местным клиентам, и клиентам, которые из-за рубежа, чтобы они ощутили себя немножечко как дома, зарубежные клиенты, даже тоже. Может быть, не совсем европейский стандарт, но мы стараемся. С местным колоритом. Да, с местным колоритом, правильно, да. Она научилась самостоятельно готовить качественный кофе и выпечку, удивляя гостей своим мастерством и вкусом. А долго вы этому учились? Ой, вы знаете, сын так меня долго учил, но он очень, я отдаю ему должное, он так прям терпеливо мне все показал, объяснил. И это он мне сказал, что кофе должно быть best кофе. То есть вот эта вот стрелка обязательно должна быть на best, тогда будет хороший вкус и хороший кофе выйдет, да. И это мой сын, да. Он оценил и дал оценку моему первому кофе. И сказал: да, оно получилось, на удивление с первого раза. Мама, это просто удивительно. Но уже вторую чашку у меня не получилось. А первая прям оно у меня хорошо получилось. Я прям удивилась, и он тоже удивился. И сама машинка выдала мне best кофе. Мне нравится готовить больше всего капучино, потому что я долго обучалась, и чтобы вот эта вот пенка получалась нормального размера, и стойкая пенка была. И мне нравится, потому что оно у меня получилось в итоге, получается. Обучалась именно у таких хороших бариста, потому что опыта не было, и мне кажется, что у меня в конце концов получилась вот эта стойкая пенка, которую все так любят, которая вот слоями прям в стакане находится. Вот. Мне нравится чувствовать сам процесс приготовления нравится. Супруг приходит на кофе каждое утро, говорит, что он уже привык, и я его приучила. Он раньше зерновой, вот то, что мы ходим там где-нибудь попьем, да, такого не было. А сейчас у него я уже не могу, говорит, утром обязательно надо выпить чашечку кофе. Крайне сложно, оказывается, получить именно это best кофе. То есть оно, если чуть-чуть ниже, то оно кислит, с кислинкой. А если чуть-чуть больше, то оно с горчинкой. То есть и вкусы разные получаются. И получить именно вот это вот хорошее кофе, оказывается, не так просто, как мне казалось. Мне почему-то эспрессо больше нравится. Видите, как американо. Все равно базовое же это эспрессо, и капучино, и латте, база идет от эспрессо. А американо нравится, потому что просто черное. Мы готовим зерновой кофе, только используем высшие сорта, премиум кофе. Очень смотрю на даты изготовления и дату обжарки, и стараюсь приобретать только очень свежее кофе, которое вот буквально в июле обжарка была, может быть, 3 недели, 4 недели назад максимум. У меня несколько видов кофе, поэтому это прежде всего от клиента, от его предпочтений. Но в основном это бразильское, и стараемся качество премиум покупать. Средней обжарки, да, беру. Вот, то есть, когда беру с кислинкой, это тоже прям, очень мало, редко кто любит кофе с кислинкой, с послевкусие, когда кислит. А некоторые, наоборот, любят чтобы с горчинкой это вот прям присутствовало, с шоколадным таким глубоким оттенком. Это тоже не все. В основном у меня клиенты почему-то предпочитают мягкое среднее кофе. Это не для камеры, а так просто скажу, что в прозрачных стаканах бариста подают только очень опытные, чтобы прям все слои были видны. Да. У меня есть, я только один раз одному клиенту подала, потому что клиент настоял. Я хочу видеть, дайте мне в прозрачном стакане. Да, я ему сделала, и эта женщина, она с Казахстана, она осталась довольна. Вот, да.
почему-то с Казахстана были две женщины. Одна женщина довольна осталась, а вторая женщина сказала: нету той яркости, той насыщенности, чего я ожидала, да. Ну, пойдет для чулпанаты, она сказала. Я говорю, спасибо. Ну, приятные женщины были, но это я как бы не ожидала, но она действительно прям гурман. Я, говорит, прям разбираюсь в этом. Но она обещала приехать и посмотреть, как же я буду в конце сезона готовить. Да, она обещала вернуться. Пока еще не подаю айс-латте, не умею. Говорят, что легко, но пока я не пробовала. Я думаю, что к этому приду. Мне очень приятно, когда, конечно, отзываются и говорят, что очень превосходное кофе. Особенно мне нравится, когда женщина говорит: обалдеть. Ну, как бы приятно. А после этого хочется еще. Вдохновляет. Вдохновляет, да. Это не на камеру сказано, а мне нравится, когда, я же говорю, человек получил удовольствие просто. Приходят молодые пары, с России приезжают, у меня была одна пара молодая, и я вижу, что они, видимо, наверное, студенты, приехали после Насыкуля отдохнуть. Они пришли на кофе и как раз подгадали время выпечки круассанов. Я им горячий круассан. Ребят, говорю, не желаете? Они, да, с удовольствием согласились. И я им в качестве презента еще другую выпечку подала. Они так обрадовались, потому что я поняла, что, в принципе, они в средствах как бы немножко ограничены. И зато они такие благодарные. Они стали приходить ежедневно на кофе. Вот. Но им и чай очень нравился. Вечером они приходят, обогреваются, наверное, после пляжа, когда им холодно, вечером поздно. Я им чай подаю. Мне понравилось слово «авторские чаи». Я где-то это услышала и сама начала готовить эти чаи. Я поняла, что не все любят просто обычный чай, какой-то стандартный. Мне хочется как бы в каждый чай вложить свою душу. То есть я с определенными ягодами, с определенными вкусами. Ягоды все свежие, все натуральное. Кстати, ежевику я сама заготавливала, чтобы мне ее на сезон я готовилась. Я просто мечтала об этом. И я эту ежевику заранее приготовила, потому что заморозила. И сейчас пока нет ежевики, но я подаю... У вас есть чай с ежевикой? Да, я подаю чай с ежевикой. Я стараюсь ягоду приобретать даже не в Чолпоноте, а в Григорьевке. Я там приобретаю. Особенной популярностью у нас пользуется облепиховый чай. То есть это как бы с местным, скажем так, вкусом. А вот у вас, например, кофе, вы учились бариста, а чай у вас кто-то научил делать или вы сами? Нет, чай, почему я и говорю, что авторский, потому что я сама по наитию, интуитивно чувствую, чего-то надо, именно этим людям, этим клиентам надо согреться, а этим клиентам надо, чтобы жажду удалить. И поэтому я как бы чувствую, подбираю эти ягоды сама. Да, каждый чай, он по-особенному, он отличается. У меня нет так по шаблону, я подбираю как бы к тому, какой клиент пришел. Если это семья, то я стараюсь, чтобы и деток много, то я стараюсь, чтобы немножечко чай слегка был послаще, то есть ягоды подбираются послаще. Если это взрослые, они любят более такой насыщенный вкус, как бы, может быть, лимона или мяты, то есть то взрослым немножечко по-другому чай готовится. Представьте, в Чолпоноте такое кафе, где чай делают индивидуально по клиенту, да? Поэтому я стараюсь как бы каждому клиенту, каждой семье, пришедшей к нам отдохнуть, подобрать, очень хороший чай и им по вкусу. К чаю подаем обычно свежую выпечку. То есть это к завтраку обычно сразу у нас готовится круассаны, свежая выпечка обязательно, тоже в ассортименте, то есть это либо со сгущенкой, либо с шоколадом, либо классические круассаны. Это все вы сами делаете? И да. Круассаны, и кофе, и чаи, все это в малом количестве, но мы как бы... Получается, у вас каждое блюдо эксклюзивное? Можно сказать и так, да. Каждый раз, да? Не цель что-то заработать, я это делаю просто для души. И выпечка я просто, для себя. Мне просто нравится, когда клиент остается доволен. Это не для кадра, а просто мне нравится, когда он с таким удовольствием пьет чай и потом приходит и благодарит. И ради этого стоит тоже работать. Когда ты по-настоящему горишь делом, это приносит не только успех, но и огромное удовлетворение. Ее история действительно вдохновляет, доказывая, что мечты могут сбываться, если в дело вкладывать душу и настойчиво идти к цели.